Всем привет! Меня зовут Таня, и вы смотрите мой видеодневник о творчестве и рукоделии. Здесь я делюсь с вами своими идеями и своим вдохновением. Сегодня я поделюсь с вами идеей, как сделать вот такую коробку из обувной коробки и фисташек. А точнее из того, что от них осталось, скорлупок. Именно они мне понадобились для того, чтобы сделать цветочки, которые вдохновили меня на эту переделку. Сначала мне необходимо было приклеить цветочки из фисташковых скорлупок к коробке. Для этого я использовала клеевой пистолет. Думаю, это оптимальный вариант, так как при помощи суперклея или какого-либо другого на это ушла бы целая вечность и все мои нервы. Эти цветочки я подсмотрела на канале My DIY Life. Только Ирина делала их с 4 лепестками, а мне захотелось разнообразия. У моих цветочков 3, 4 или 5 лепестков. Я не заполняю ими всю коробку, располагаю их довольно хаотично и оставляю много свободного места. Каждому цветочку добавляю сердцевинку из капли горячего клея. Когда цветы были готовы, покрыла их и все свободные места коробки клеем ПВА для лучшего сцепления с другими слоями. Пока слой клея сохнет, обклеиваю бумагой крышку. Клей все так же ПВА, а бумага у меня крафтовая. Во-первых, ее у меня много, а во-вторых, она плотная и хорошо укрепляет основу, так как крышка немного разваливалась. И в-третьих, мне нравится ее цвет. Я честно пыталась использовать кисточку, но размазывать клей мне удобнее пальцами, притом без перчаток. Когда крышка обклеена, принимаюсь за внутреннюю часть коробки. Изначально была задумка покрыть лаком слой крафтовой бумаги и так и оставить. Но с этой коробки все пошло не так, как я себе представляла, когда начинала ее делать. Дальше я беру шпатлевку и наношу ее между цветочками. Все лишнее убираю ватной палочкой. Дальше наношу шпаклевку на крышку, при этом делаю небрежные мазки кистью. Шпаклевку взяла первую, которую увидела в строительном магазине. Когда шпаклевка высохла, необходимо пройтись по ней наждачной бумагой и убрать все шероховатости. Тут главное не перестараться. Далее я взяла грунтовку глубокого проникновения, у меня для наружных и внутренних работ. Она жиденькая, как водичка, и хорошо впитывается в шпаклевку, делая ее прочнее. А еще покрывает ее тонкой пленочкой, за счет чего краска меньше впитывается, а значит расход краски сокращается. Грунтовка очень полезная штука. Потом я посмотрела на свои краски и решила, что я хочу цвет, которого нет в обычных наборах. Поэтому замешала из белого, черного, коричневого и фиолетового нужный мне оттенок серого. У таких самозамесов есть одна большая проблема. Они заканчиваются неожиданно. И иногда бывает так, что не хватает 2 капелек, а иногда их остается огромное количество. Если они остаются, то их можно использовать потом, а вот если заканчивается, замешать такой же цвет заново почти невозможно. Этой краски мне, естественно, не хватило, но об этом позже. Покрываю получившимся цветом крышку и коробку. А цветы долго и мучительно, тщательно прокрашиваю, чтобы нигде не осталась видна шпаклевка. Дно коробки решила сделать шершавым. Для этого я в краску добавила соду. Этой же шершавой краской вторым слоем покрыла цветы. Мне хотелось эффекта цемента. Далее золотым цветом обвожу цветочки по краям и закрашиваю сердцевинки. Крышка изначально должна была быть с золотой каемкой снизу, но потом прилетела моя внутренняя сорока, и я решила золотой краской в технике сухая кисть выделить рельеф на всей крышке. Когда сорока была довольна, я примерила крышку и поняла, что мне не нравится, как она тяжело открывается и закрывается из-за краски. А ведь еще и слой лака будет. Решила нарастить из картона бортики. Ну да, вот так. Коробка уже почти готова была. Угу.
Обклеиваю новые бортики крафтовой бумагой и снова зашпаклевку. На новых видимых местах коробки также оставила небрежный рельеф от кисти. И внутри коробки тоже, но менее выпуклый. Когда шпаклевка высохла, также прошлась наждачкой, покрыла грунтовкой и пока ждала, когда она высохнет, замешала новую краску, которая, естественно, оказалась светлее, чем предыдущая. Поняла я это тогда, когда уже покрасила новые части коробки и она высохла. На помощь мне снова пришла моя внутренняя сорока. Переход оттенков я замаскировала золотой краской, которую нанесла сухой кистью. И внутри коробки золотым. Ну и крышку внутри тоже золотым. Покрывая ее акриловым глянцевым лаком, коробка готова.